Эта доска стоит 150 рублей. А эта, точно такая же, продается в дизайнерском магазине за 5700 за квадратный метр. Разница между ними 15 минут. Огонь и щетка. Никакой краски, никакой морилки, никакой химии. Только японская техника, которой 300 лет. И горелка за 700 рублей со строительного рынка по дороге на дачу. Сегодня я покажу, как превратить сосну в антиквариат. Шаг за шагом, с нуля. Начинаем. Знаете, что на самом деле делает дачу дешевой на вид? Не размер участка, не старый дом. Краска. Облезлая краска на ступеньках, выгоревший лак на перилах, морилка цвета дуб, которая через 2 сезона стала цветом ничего. Вот это и есть то, что дешевит дачу, как сказала бы моя подписчица Татьяна. А теперь секрет, который я узнала случайно. Японцы поняли это 300 лет назад. Дереву на улице краска не нужна. Ему нужен огонь. А я обхожусь горелкой за 700 рублей и щеткой за 100. И забываю про краску навсегда. Сейчас покажу. Эта техника даже называется красиво – якисуги. По-японски «обожженный кедр». Придумали ее в XVIII веке простые японцы в деревнях, у которых дома горели каждые несколько лет, гнили от влаги и разваливались от жуков. Они заметили – обугленное дерево перестает гнить. Жук уголь не ест, грибок на нем не растет, вода скатывается. Сегодня этой техникой облицовывают музеи и виллы. Японский архитектор Кенго Кума делал инсталляцию якисуги на неделе дизайна в Милане. А мы возьмем за 150 рублей доску со строительного рынка и сделаем то же самое у себя на даче. Перед тем, как покажу процесс, 30 секунд про безопасность. Не пропускайте, это важнее техники. Первое. Работаем только на улице, на даче, на открытой площадке. Минимум 5 метров от деревянных построек, от бани, от забора. Второе. Рядом ведро воды. Не где-то в доме, а прямо у ног. 10 литров. Третье. Перчатки. Обычные рабочие. Очки строительные за 100 рублей. Одежда – хлопок. Ни в коем случае не синтетика. Она плавится. Четвертое. Никакого ветра. Если флаг на соседней даче шевелится, работу отложили. Порыв ветра отклоняет пламя в вашу сторону, и это уже скорая помощь, а не дача. Все, идем к огню. Что нам нужно? Минимум. Доска. Я взяла сосну, обрезную, на строительном рынке по дороге на дачу. 150 рублей за штуку. Любая сосна пойдет. Маленький нюанс, скажу честно. Сосна горит немного пятнами из-за смолы. Это не брак, это ее характер. На декоре пятна работают в плюс. Получается живой рисунок. На фасад дома я бы взяла лиственницу, но мы делаем акцент, не сайдинг. Горелка. Вот это зубр с цанговым баллончиком газа. Купила за 700 рублей в строительном. И не смотрите на профессиональные за 6000. Для нашей задачи разницы 0. Температура та же, 1300 градусов. Этого хватает с запасом. Баллончик газа. Обычный, на 220 грамм. Стоит 120 рублей. Одного баллончика хватает на 2-3 доски глубокого обжига. И щетка. Обычная металлическая щетка по металлу за 100 рублей. Если есть дрель, можно купить насадку-чашку, тоже 100 рублей. Будет в 3 раза быстрее. Ну и руками отлично. Все, бюджет на старт меньше 1000 рублей. Поехали жечь. Зажигаю горелку. Веду пламя вдоль волокон. Не поперек. Поперек получится зебра, и потом не выровнять. Расстояние от сопла до доски сантиметра 3, не ближе. Двигаюсь плавно, как утюгом по рубашке. Не задерживаюсь. На 1 погонный метр доски
Секунд 20-30 прохода. Этого достаточно, чтобы поверхность стала полностью черной, угольной, но не загорелась внутри. Слышите этот звук? Это разрушаются клетки на поверхности. Внутри древесина целая. Сгорает только верхний слой, полмиллиметра. И этот слой сам становится защитой. Я, когда первый раз обжигала, боялась, думала, все сожгу. Не бойтесь. Дерево умное. Пока вы движетесь, оно не загорится. Загорается только если вы остановились и забыли про нее на минуту. Прошла доску один раз. Дала остыть минуту. Прошла второй раз, там, где осталась светлая. Все, доска полностью угольная. Сравните. Это была одна и та же доска. 10 минут назад. Дальше самое интересное. И это то, что никто не объясняет в роликах про якисуги. После обжига доска черная и сажная. Если ее сейчас тронуть рукой, рука черная. Это не декор, это полуфабрикат. Берем щетку и вычесываем уголь по волокнам. Слышите? Это звук, за который дизайнеры берут по 5000 за квадратный метр. Что происходит? Мягкие волокна древесины, те, что между годовыми кольцами, выгорели глубже. Твердые годовые кольца почти не пострадали. Щетка выбирает мягкие, остаются твердые. Получается рельеф, который природа создает за 50 лет в горах под ветром и солнцем, а мы за 10 минут на даче. Веду щетку только вдоль волокон, туда-сюда, не круговыми движениями, иначе получатся следы. Сила нажима средняя. Сильно не давить, снимите весь рельеф. Слишком слабо — останется сажа. Чищу, пока не перестанет пачкать руку. Это главный критерий. Провела рукой, рука чистая, значит готово. Вот это и есть антиквариат за наши копейки. Теперь третий секрет. И без него вся работа впустую. Я могу сделать самую красивую фактуру в мире. Но если включить над ней обычную лампочку с потолка, она будет выглядеть плоско, как кусок угля. Видите? Никакого рельефа, никакого вау. Теперь выключаю верхний и ставлю боковой свет. Вот что делает дерево дорогим. Это называется скользящий свет. У музейщиков для него есть отдельное название. Так подсвечивают картины в Эрмитаже. Так делают рекламные фотографии в каталогах. Свет идет вдоль поверхности, почти параллельно. Каждая впадинка отбрасывает длинную тень. Каждый гребень блестит. И на даче это сделать бесплатно. Гирлянда на солнечной батарее за 300 рублей, она и есть скользящий свет. Главное правило – источник света должен быть сбоку от доски. Не сверху, не спереди. Сбоку, под углом градусов 10-20 к поверхности. Поставила вечером гирлянду вдоль стены, на которую повесила обожженную доску, и веранда превратилась в галерею. Соседка через забор подошла спросить: «Вы что, реставратора нанимали?» Я говорю: «Нет, Леночка, я горелку купила». Только есть один момент, без которого вся работа смоется через месяц. Доска сейчас беззащитна. Если ее оставить под дождем, уголь смоется, уйдет вся фактура. Поэтому финальный шаг – масло. Беру террасное масло. Я тестировала 2 – Пинотекс и Тиккурила Валти. Какое из них реально работает, а какое маркетинг, покажу в части 2. Там целый краш-тест с водой, дождем и проверкой через неделю. А пока техника нанесения. Масло на рельефную доску не красят кистью. Масло втирают. Тряпкой, без перчаток. Голой рукой почувствуете, где впиталось, где нет. Втираю вдоль волокон, в каждую борозду. Цвет становится глубоким, шоколадно-черным. Запах приятный, льняной. Расход. На одну доску метр длиной уходит 100 грамм масла. Литровой банки хватает на 10-12 таких досок. Все.
Капля воды теперь скатывается бусинкой. Доска защищена. Японцы делали свою якисуги без масла, но они кедр обжигали, а кедр и сам не гниет. Сосне масло обязательно. Считаем. Готовая обожженная доска в дизайнерском магазине 5700 рублей за квадратный метр. Премиум сорта доходят до 15 тысяч. Теперь мы. Доска сосна 150 рублей. Горелка зубр 700. Покупается один раз на всю жизнь. Баллончик газа 120 рублей. Щетка 100 рублей, тоже на всю жизнь. Масло литр 1600. Хватает на 10 досок, значит на одну 160. Итого на первую доску около 1200 рублей. На вторую 300 рублей. Разница с магазином в 47 раз. На ту же самую фактуру. 2 вопроса к вам. Первый. Если вы готовы взять горелку и попробовать в эти выходные, напишите в комментариях слово «обжигаю». Я каждому пришлю короткий чек-лист, что купить, в какой последовательности делать, чего не делать. Это не автоответ, я отвечаю лично. Второй. А если боитесь, напишите цифру от 1 до 10. Насколько страшно. 10. Я никогда не подойду к горелке. 1. Иду в строительный прямо сейчас. Мне правда интересно. И последнее, самое важное из всего, что я сегодня сказала. В прошлой нашей серии я обещала вам одну. Помните уксусную доску? Ту, которой мы делали столешницу и ступеньки? Я обещала, что придам ей объем через броширование. В части 2 выполняю обещание. Возьму ту самую уксусную доску, добавлю ей рельеф щеткой, и вы увидите, как меняется характер дерева, когда к цвету добавляется фактура. Плюс краш-тест 2 масел. Лью воду, ставлю под дождь, проверяю через неделю. Покажу, какое реально работает, а какое маркетинг за красивую банку. И покажу, как тяжелый лен превращает обожженную доску в столешницу, как из отеля. И как старое оцинкованное ведро из сарая становится дизайнерским кашпо за 1000 рублей. Часть 2 выйдет через неделю. Не пропустите. А если вы еще не видели, как мы эбонировали ту самую доску уксусом, на экране ссылка на ту дилогию. Посмотрите, поймете, откуда мы пришли и куда идем дальше.